Дорогие друзья, сегодняшнее видео будет посвящено инструменту, с помощью которого облегчает работу для соединения проводов, подсоединения проводов к приборам, некоторым устройствам. Перед вами мы вскользь затронем о съемнике изоляции, так называемом стрипере. Стриппер. Вот они есть разные. Также есть вот такие клещи. Клещи обжимные. Называется кримпер. Принцип получается у них и одинаковый. Есть разные форм-фактор этих клещей и разные губки сменные, с помощью которых обжимаются разные клеммы. Ну, к нему мы сейчас вернемся. Также есть вот такой кримпер, с помощью которого производим обжим втулочного наконечника НШВИ. И к нему мы сейчас также вернемся. Да, начнем для начала с проводов. Я подготовил разные образцы разных сечений. К примеру, возьмем для начала вот этот кримпер. Вот. Это китайского производства. Называется он Вазоби. Если как-то по-другому произносится, поправите меня в комментариях. Да, так вот. В данного кримпера это шестигубочный. Бывает на 4 губки. Этот на 6. То есть после обжима у него получается такой шестигранник. Также данный кримпер по маркировке шестерка. Это означает 6 губок. И шестерка вторая означает том, что и максимальный диаметр обжима идет 6 квадратов. То есть наконечник шестерка. Бывает большего размера, бывает до 16 квадратов, то есть такие кримпера. Вот. Бывает до четверки всего лишь, в зависимости от потребностей или от задач, которые он должен выполнять. То есть, ну, самый универсальный это вот получается шестерка. Ну, к нему используются вот такие вот наконечники. Называются они НШВИ. Аббревиатура наконечник штыревой, втулочный, изолированный. Они под разное сечение. Вот такие вот они есть разных цветов. Вот. Есть стандарты определенного цвета. Это вот серые, красные, черные, синие, желтые. Вот. В зависимости от диаметра они стандарт их повторяется цвет. Но в принципе на некоторых там китайских сайтах можно купить любого другого цвета. Они их производят разных цветов. Берем любой провод. Возьмем для начала вот просто тоненький провод. Зачистим край. Вот у нас есть зачищенный край. Можем его немножко вот подкрутить, можем не подкручивать. То есть остался вот такой вот край вот, зачищенный. Под этот провод мы берем, я думаю, вот беленький 0,5. Тут самый маленький, он в принципе нам подойдет. Вот. Закручиваем мы провод только для того, чтобы торец провода не лохматился, вот, и вошел в юбочку. Вот мы его вставили. Изоляция у нас поместилась в юбку
НШВИ. И теперь открываем кримпер, вставляем сюда, немножечко прижимая, не доводя буквально полмиллиметра до самого упора, производим обжим. То есть вот таким вот образом у нас есть наконечник. В чем удобство? Вот. Удобство это в том, что если взять, зажимать куда-то на колодку или куда-то в устройство, в прибор какой-то, обычный неизолированный провод, винт его будет раздавливать. Он будет лохматиться, перегибаться, ломаться, вот, и быстро придет в негодность, что, соответственно, повлечет за собой либо короткое замыкание, либо просто обрыв. Вот. В данном случае, если мы вставим куда-то этот край наконечника, зажмем его, вот, то, во-первых, здесь у нас уже провод не будет перегибаться, он находится в юбке изолированной. Вот. И здесь, прижав в колодке винтом, вот, провод не будет передавливаться, потому что его защищает латунная втулочка. То есть это вот, например, что касаемо, допустим, тонкого провода. Вот возьмем, к примеру, провод 6 квадратов. Вот он. Точно так же зачистим край. Тут уже придется воспользоваться уже скальпелем. Этот стриппер не в состоянии такой провод зачистить. И уже возьмем втулку. Вот у нее маркировка идет E6012. Это говорит о том, что шестерка и 12 длина самой втулки. То есть вот эта длина 12 миллиметров. Остальные же есть 0,5-0,8. Это означает пол квадрата 8 миллиметров. 75-0,8 это означает 0,75, точно так же 8 миллиметров. 10 это единица. 15 это 1,5 квадрата. 2,5 квадрата. 4 квадрата, но здесь уже стоит 0,9, то есть 9 миллиметров длина втулки. То есть она длиннее. Вот, здесь 12. Точно так же вставляем. Вот мы вставили наконечник. Юбка плотненько, относительно плотно сидит на самой изоляции. Сам провод, сейчас я покажу так, сам провод вот еле-еле вот он вылазит. Вот. Можно там потом его подрезать, либо не отрезать, это не важно, он не мешает. И теперь мы вставляем точно так же, вот он, это последний размер, 6 квадратов. Вставляем его в клещи обжимные, в кримпер. Точно так же, немножко не доводя до края, прижимаем, прикладываем побольше усилия. И у нас получается вот такой вот обжатый наконечник. Вот, шестигранник такой вот. Почему я говорю о том, чтобы не вставлять до упора? Потому что было бы в принципе легче. Вставил до упора и зажал. В принципе можно и так пользоваться. Но из личного опыта могу сказать, что когда вставить наконечник до упора и обжать, прижимается вот эта часть, и бывает такое, что юбка начинает потом прокручиваться, потому что отжимается вот здесь, вот тоже поджимается сама втулка. Вот. Если не довести там около полумиллиметра до основания юбки и обжать, то по крайней мере тогда часть втулки под юбкой не деформируется, и юбка тогда вот не прокручивается. На самом деле, даже если она будет прокручиваться, сильно большой роли это не сыграет. Она все равно несет свою функцию, выполняет. Она все равно защищает провод от изгиба. И теперь получается, если где-то зажать провод, то сам провод уже не будет перегибаться у основания изоляции. Ему не дает это сделать юбка. В этом большой плюс. В этом большой плюс.
хоть толстый провод, хоть тонкий провод. То есть можно зажимать, хоть вставить в счетчик, хоть в автоматы куда вставлять, хоть какие-то клеммники вставлять. То есть в принципе это лучше, чем взять сам провод голый зачищенный и зажать его винтами, обжать. На крайний случай, раньше это делалось, чтобы было нормально, путево, провод зачищался. Вот, паяльником наносилось олово. Вот, и тогда более-менее тоже можно было зажимать его. Люди давно уже пользуются такими обжимными устройствами. Клещи обжимные, кримпер. Вот, что является правильным при подготовке провода для того, чтобы зажать его куда-то в какое-то устройство. Да, поэтому, то есть, в принципе, вот, хоть тонкий провод, хоть толстый провод. То есть, в принципе, вот я вам показал пример того, как работает кримпер. Четырехгубочный, то есть на 4 губки кримпер, как вот я говорил. То есть принцип все то же самое, только единственное, что здесь будет не 6 граней, а 4 грани будет. Так, теперь перейдем к другому инструменту. Клещи обжимные, они есть разных, как я сказал, форм-фактора. Вот. В данном случае это клещи из серии SN. Вот на них написано SN. Есть серия HS. Есть другие еще серии, то есть форм-фактор изготовления самих клещей. Но в данном случае у нас такой форм-фактор. Есть толщина самих губок шестерка, есть четверка. То есть они тоже там могут быть разные. Под них разные идут сами губки обжимные. Данные обжимные губки предназначены для вот таких вот клемм. Вот такие. Видно? Вот такие. Вот они. Они бывают 3 размеров. Это средний стандарт. Если я ошибаюсь, тут 6,3 миллиметра внутри. Вот, и называется 6,3 размер. Такие. То есть мы берем, зачищаем. В данном случае нам нужно зачистить вот клемма. Она собой представляет длинные лапки, которые обхватывают саму изоляцию провода, и короткие лапки обхватывают зачищенную часть, медную часть провода. То есть нам надо зачистить провод так, чтобы медная часть не сильно выходила за пределы своей обжимной части, но при этом, чтобы длинные губки обязательно обхватывали изоляцию. Для чего это надо? Сейчас я покажу. Зачистим провод. Буквально немного. У нас получается где-то 4 миллиметра. Вставляем в необходимый размер вот сюда, вот в кримпер. Ах, перчатка застряла.
Вот так вот в кримпер вставили, зафиксировали ее. То есть с этой стороны вот покажу. Вот, с этой стороны зафиксировано. Видно, да? С этой стороны больше углубления для того, чтобы выше лапки, которые будут обжимать именно изоляцию провода. Вставляем провод так, чтобы изоляция зашла в эти губки, которые надо будет обжимать. И обжимаем. У нас получилась вот такая вот штука. Для чего надо заводить изоляцию под губки высокие? Чтобы эти высокие губки обжали изоляцию, и благодаря этому провод будет надежно держаться в этой клемме. А вторые губки маленькие уже будут обжимать саму медную жилу. Видите, в принципе, можно было даже еще короче сделать зачистку провода. Вот. Также есть еще вот такие вот соединительные клеммы. Принцип получается почти такой же, как вот в этой клемме, но со второй стороны идет не клемма, а идет точно такая же зеркальная часть. Это для того, чтобы соединить между собой провод. То есть, ну, к примеру, допустим, сейчас мы зачистим. Вот этот провод. И, к примеру, нам надо будет соединить его, ну, образно говоря, там, к примеру, допустим, вот возьмем вот силиконовый провод. Зачистим его. Вот он. Мы его зачистили. Берем точно так же вставляем необходимое гнездо, вставляем провод и обжимаем. У нас произошла обжимка одной части, осталась вторая. Что мы делаем теперь? Вставляем второй стороной вторую часть. Вставляем провод и обжимаем. У нас получилась вот такая вот связка двух проводов. Соединение двух проводов. Довольно-таки очень прочно. И теперь мы можем что сделать? Либо заранее, если у нас провод неразрывной, либо в таком случае одеть термоизоляцию. И у нас получилось крепко соединенный провод и заизолирован с помощью термоусадки. Очень удобно, очень просто, очень быстро. Такие соединения можно купить, заказать на том же сайте AliExpress или в других магазинах продаются, в которых продажа производится проводов, других сопутствующих товаров. Они стоят копейки. В принципе, в зависимости от потребности соответствующее количество можно подобрать. То есть вот я делал обжимку. Вот 4.
обжимал. Обжимал, зажимал ее в пакетник. И, по крайней мере, провод остался целый. Жилы не разорвались, не обжались, не раздавились. Тоже очень удобно. И юбка держит край провода. Он не перегибается. Это основное, то, что я хотел рассказать. Также хотел донести, что недорогие такие приспособления, клещи обжимные, вот, хоть для клемм, хоть для втулок, то есть очень облегчают работу электрикам. Вот, для домашнего использования, может быть, оно кому-то не надо, но для электриков, вот, или для людей, которые часто сталкиваются с тем, что нужно что-то подсоединить, сделать проводку, вот, это вещи, этот инструмент необходим. Есть дороже инструмент такой, есть дешевле. Данный инструмент из, скажем так, относительно дешевого сегмента довольно-таки работает. Вот, свою функцию выполняет. Вот, втулки обжимает, клеммы зажимает. Вот, в принципе, можно работать им. Вот. Также я заказал, в ближайшее время должны приехать более дорогие аналогичные инструменты. Я точно так же сделаю на них обзор, сделаем сравнение и посмотрим, насколько разница в качестве исполнения. Вот. Я думаю, что точно так же будет выполнять свои функции и тот дорогой инструмент, и этот инструмент. Вот. Вопрос только может быть в том, что как долго могут прослужить этот инструмент в соотношении с тем дорогим. Но это уже другая будет история. В принципе, на этом все. Если кому помог, это хорошо. Всем мирного неба, всем удачи, всем пока.